Всем привет! В этом видео покажу и расскажу, какие бывают причины и как их устранить, если у вас происходит на автомобиле вот такое. Если у вас произошло то же самое, как у меня, когда вы заводите автомобиль, коленвал двигателя проворачивается очень медленно и освещение на панели приборов затухает, присутствует характерный запах обгоревшей изоляции и если дотронуться до корпуса стартера, он очень-очень горячий и очень быстро нагреется. Значит, скорее всего, у вас на автомобиле стартер берет на себя много тока. Итак, в первую очередь проверяем аккумуляторную батарею. Аккумуляторная батарея должна быть заряжена и содержать не меньше как 12 вольт. Проверяем при помощи мультиметра. Как видим, данная батарея у нас заряжена больше 12 вольт. Дальше смотрим все соединения. Это клеммы на аккумуляторе должны быть зажаты хорошо. И провода также обжатые возле клеммы хорошо. Дальше минусовой провод масса должна быть закреплена надежно к кузову и к самому двигателю. Дальше плюсовой провод должен быть подключен к стартеру надежно. Когда мы убедились, что у нас аккумулятор заряжен, все провода подключенные и контакты хорошие, переходим к стартеру. Теперь снимаем стартер с автомобиля и смотрим, в чем же проблема. Когда сняли стартер, в первую очередь смотрим бензикс. Бензикс иногда бывает подклинивает и поэтому затрудняется проворот коленвала. Еще бывает, что в самом втягивающем реле подгорают контакты вот здесь внутри. И тогда плохо передается питание на электродвигатель стартера. И он уже работает не так, как надо, поэтому замедляется проворот коленвала. Опа! Как видите, на передней части якоря присутствует стружка. Видно бронзово. Вот. Ясно, в чем тут проблема. Значит, капец нашей передней втулочки. Так, смотрим. Вот наша втулочка. И вот сколько стружки бронзовой. Вот поэтому и брал стартер на себя ток. Все ясно. Редуктор исправны. Еще бывает данный редуктор вот этот немножко изнашивается, смазки нету, подклинивает и тоже затрудняется тогда проворот самого стартера и коленвала. Статор. Вот сам якорь. Как видим, на якорь даже насыпавшись стружки бронзовой. Когда втулка изнашивается, якорь цепляет статор, и вот тебе, пожалуйста, и берет на себя тогда много тока, и проворота нету такого, какой должен быть. Надо менять втулку переднюю. Так как задняя втулка, вот она стоит, даже как бы и нету, не чувствуется даже рукой выноски большой. Обычно передняя втулка выходит из строя, быстро изнашивается из-за того, что на нее, на бензикс, через редуктор всегда большая нагрузка. Это первая причина, которая самая часто встречается. И вот, как видите, на данном стартере она присутствует. Вторая причина, когда вот эта шайбочка, где подложивается вот сюда, она изнашивается. И начинает якорь ходить вот так. Вот видите, трет. Видно, даже здесь натершая, аж чуть-чуть выноска есть. Начинает прижимать щетки, щеточный механизм к якорю. Смотрите, что получается. Здесь буквально маленький зазор есть только, который спасает от этого. Как только шайбочка изнашивается, якорь начинает туда-сюда вот так двигаться. И, пожалуйста, вот. Здесь даже немножко видно, что и цеплявший даже уже чуть-чуть иногда тоже будет замыкать обмотки между собой и будет брать стартер на себя ток больше, чем надо.
Видите, какая выработка на втулке? 1 миллиметр почти. Итак, я заменил втулку, вот установил стартер на место. И сейчас попробуем завести автомобиль. Как видим, стартер коленвал прокручивает очень легко, без никаких затруднений, и двигатель запускается без проблем. Как говорится, все перед вашими глазами. Вот такие бывают дефекты, самое часто на стартерах. Конечно, надо еще обратить внимание на сам механизм щеточный и на сами щетки, в каком они состоянии. Ну а теперь можно кататься дальше. Всем спасибо за внимание, всем пока.